Здравствуйте, я приветствую вас на своем канале. Меня зовут Ольга, и тема нашего расклада — тайные разговоры. Кто же так интересуется вашей жизнью? Кому вы так интересны? Поклонники, тайные и явные, кто наблюдает за вашей жизнью? Подруги и не очень подруги? Сотрудники, сотрудницы, начальство, люди, с которыми вы пересекаетесь часто или время от времени, соседи, все посмотрим. Итак, вы в сегодняшнем дне, информация о вас. Дальше посмотрим работа. Что на работе? Как относится начальство? Как видят вас сотрудники, коллеги? Какие события, возможно, скрыты от вас на сегодняшний день касаемо работы? Дальше мы посмотрим женщины. Ваши подружки, такие пчелочки, и не подружки, такие мушки. Посмотрим, как поживает там ваш рой. Дальше посмотрим мужчины, тайные и явные поклонники. Вообще мужчины из вашего окружения, как вас воспринимают на сегодняшний день. Разговорчики за вашей спиной, сплетни, есть ли таковые моменты, кто и о чем говорит. Давайте посмотрим, какая цель этих разговоров, да, что из этого выйдет. Дальше мы посмотрим ваше окружение, как вас воспринимают люди, с которыми вы ходите в один магазин и живете рядом. Сталкивались раньше или столкнулись в первый раз. Что скрытое станет явным? Какие нюансы, моменты откроются? В какой сфере вашей жизни? И, конечно же, посмотрим приятные неожиданности от вашего окружения. Давайте посмотрим, чем удивит и чем порадует вас ваше окружение. Итак, настраиваемся на гадание и давайте будем начинать. Первых три карты вы в сегодняшнем дне. Очень такая динамичная, эффектная девушка, которая действительно за любой кипиш, кроме голодовки. Человек динамичный, который поддерживает компанию, который вот быстрый на подъем. Активная очень личность. Вы в зоне интереса мужчин и постарше, и помладше. Вы очень мужчинам даже нравитесь. Как-то добиться вашего сердца тяжеловато. Женщина, которая вот прямо сосредоточена сейчас на себе. Более того, я вам скажу, что у вас время определенных таких внешних, очень качественных трансформаций. То есть сейчас вы действительно можете очень много поменять. Если вы давно себе загадывали, но никак не соберетесь, у вас сейчас действительно будет сила воли справиться со своими какими-то соблазнами и добиться желаемого результата. Если вы задумали, идите в спортзал или занимайтесь дома. Я вижу, что будет результат. Какие-то диеты, какие-то занятия спортом, вот это оно здесь сработает. Будет результат, мои дорогие. Давайте посмотрим еще. Вы сейчас в сегодняшнем дне. Но я вижу на сегодняшний день немножечко такая ситуация, как одна все-таки, да, мужчин много вокруг вас, да, все что-то не то. Вот такого и то, что мне надо, вот я как бы в поиске. Очень может быть, что вы сейчас даже на сегодняшний день принимаете некие ухаживания от мужчин. Есть такой момент, да, я вижу, что в зоне интереса и как-то и помоложе заглядывается, и постарше мужчины. Но я вижу, что, возможно, на сегодняшний день какое-то начало отношений может быть, какие-то встречания. Возможно, кто-то вот, ну, здесь прямо есть поклонник, однозначно. Очень может быть, что он вот как вот проявится в вашей жизни, если вы сейчас еще одна. Но у вас будут отношения. И прямо вы знаете, что такой партнер вам очень в пару идет.
Вы сейчас очень гармоничный, очень собранный человек, женщина, которая знает, чего она хочет, очень эффектная. И вы знаете, у вас есть момент гармоничного очень состояния. Вы человек приятный, очень общительный, но у вас очень много силы и решительности. И вы действительно в себе соединяете качества очень разносторонние. И здесь может быть момент, вы идете на помощь, вы желаете и можете помочь, но вы можете и вырвать зубы, да, вы не будете убивать, вы не будете бить, но ногти и зубы вы повырываете. То есть вы очень сильный и характерный человек, очень целеустремленный. Давайте посмотрим еще. Ну да, вы чувствуете поддержку, вы чувствуете поддержку. И здесь, конечно, проходит момент, что с вами прямо в дружбе очень приятно. Люди из вашего окружения действительно желают вас видеть рядом с собой. Да, вы как восстановились. Вы как восстановились. У вас вообще-то, я вам скажу, прекрасный период надвигается. И идет момент, что вам в жизни приходилось, знаете, как коснуться дна, скажем так, но на сегодняшний день вы действительно вырываетесь и восстанавливаетесь, как птица Феникс, из пепла возрождаетесь. И прекрасные перемены у вас впереди. Я вижу, что очень вероятно у вас были какие-то и токсичные отношения предыдущие, оно еще тянет, оно о себе напоминает. Но и идут некие новые отношения. И очень, вы знаете, человек идет вам подходящий. Если вы даже на сегодняшний день одна, этот человек очень близко возле вас. То есть он или появится в ближайшее время, для кого-то может пройти, что вы уже в отношениях с мужчиной, да, в начале отношений. Действительно, на сегодняшний день высока, сияете, вам не нужны светлячки, вам не нужен кто-то, чтобы сиять. Человек, определенно обладающий талантами, и эти таланты, они будут проявляться, они будут, знаете, они зажгутся, они сейчас проявятся. Может проходить момент, что вы человек одаренный, вы человек творческий, вы человек, который очень умеет, понимает, несет красоту вообще вот в мир. И вы знаете, вы можете работать и в стоматологии, и можете работать где-то, шить одежду, возможно, в индустрии красоты, возможно, занимаетесь цифрами, и вообще ваша работа очень далека от некого искусства, но тем не менее вы человек, который понимает и воспринимает прекрасное, и тем самым несет вот это прекрасное в мир. Очень человек способный. Да, вас видят красивой женщиной, где-то не особо углубляются в ваше внутреннее состояние, но и вы не спешите распахнуться и показать, что у вас на душе. Действительно, восстали из пепла. Очень, может быть, прожили какой-то стресс, какой-то вот непростой период в жизни. И на сегодняшний день где-то боитесь, возможно, с кем-то очень сближаться. Это говорит о том, что да, действительно, вы в общении очень приятные, вас хотят видеть в компании, но у вас не так много друзей, как общение, как знакомых людей. Очень может быть, что ваша работа может быть и связана с некой информацией, с большим потоком информации. Вы очень быстро и качественно обучаетесь. У вас вообще период возобновления энергии, да, восстания из пепла. Очень много будет даваться, очень много будет получаться. И даже если вы человек, который уже давно позади оставил свои студенческие годы, у вас очень даже сейчас благоприятный период как-то вот внести некое движение в свою жизнь, пойти на какие-то курсы, на какое-то обучение, знаете, интересующее вас. И занимайтесь саморазвитием, потому что я вижу, что оно вам как-то очень сейчас, знаете, пригодится. Зачем? Почему? Какое-то путешествие вас ждет? Ну вот ожидай, собирай, будет некий прорыв, будет некий результат. Я вам даже здесь так скажу. Мы иногда попадаем в ситуации, когда мы занимаемся не совсем тем, что нам нравится, не совсем тем, что мы бы хотели. И я вот здесь вижу, что вы действительно можете вот этот рывок, у вас будет вот этот рывок, как вы начнете заниматься тем, что вы хотите. Это может быть повышение по работе там, где вы сейчас. Это может быть вот прорыв в вашей деятельности, а может быть вообще смена. И как бы вы вот занимаетесь сейчас, например,
сами человек творческий и, например, умеете играть на музыкальных инструментах или петь, но, тем не менее, работаете в магазине, да, вот так сложились обстоятельства. У вас будет возможность себя проявить, даже более того, удивить людей окружающих, удивить. Да, и то, что скрыто сейчас, то, что сейчас как бы во сне, да, оно проявится. Вообще, это очень эффектная женщина, гордая, очень привлекательная, соблазнительная, нравится очень мужчинам, но вы прямо как смотрите сейчас вглубь себя, немножечко ограждаете себя от людей внешних. Здесь мне проходит момент, что вы не боитесь сопротивления, вы не боитесь становиться в какие-то конфронтации, вы, знаете, такой очень смелый человек по своей натуре. И какой-то конкуренции, вот вас тяжело уже, возможно, в жизни, знаете, бывало всякое, и вас и сейчас уже чем-то испугать, ну, очень сложно. Но я вот вижу здесь такой момент, у вас нет какого-то момента, чтобы вы сделали шаг назад, нет. Вы очень устойчивый человек и идете вперед. И вам не страшны такие, знаете, где-то наглые люди, хитрые люди, а вот таких глупых вы просто не выносите. И здесь вот глупость людей, она вас просто, возможно, подбешивает, да, вот все можно понять, и с любым человеком как-то можно найти какие-то точки соприкосновения, но вот с глупым человеком, с ним вообще невозможно. Да, у вас есть такой момент. Очень может быть, что ваше окружение где-то было подвержено, скажем так, глупыми людьми, и вы на сегодняшний день понимаете, что вот нет смысла спорить, нет смысла такому человеку что-то доказывать или как-то с ним бороться. Здесь просто нужно вот уйти в сторону, потому что с глупым человеком вот нет смысла как-то вот что-то там разбираться. Вообще эта женщина очень наполнена женскими энергиями, женскими потоками. Здесь такая сексуальность, здесь такая привлекательность. И действительно вы поражаете и вы удивляете очень приятно мужчин. Очень приятно. В своей некой сдержанности внешне и в своем вот этом сексуальном раскрытии, когда вот вы любите человека. Но я вам скажу, что да, здесь мне проходит момент, что у вас есть тайный поклонник. Есть такой вот мужчина, который вот, знаете, как скажет те нужные слова. Возможно, уже вы в отношениях, и я вам скажу, что человек прям готовится с вами очень серьезно поговорить. Возможно, вы как-то вот встретите этого человека, да, возможно, он как-то еще скрыт от вашего взора, но он появится. Очень хорошо женщина одевается, вам как-то присущ особенный стиль, вы погружены в себя, и какая-то лишняя информация, она проходит мимо. Вы очень критичны вообще к информации, и у вас своя собственная какое-то, знаете, вот это решето, которое вот фильтрует вот эту информацию. Увлечены чем-то. Вот есть некий момент увлечения, что-то вам прямо очень нравится, с чем-то вы увлекаетесь, над собой человек работает, и я вижу, что некие, знаете, как сила воли. Вот такая энергия увеличивается у вас, появляется прямо сила воли, со своими какими-то соблазнами бороться, да, вот прямо как взять себя в руки. Здесь действительно какая-то трансформация со внешностью, вот сесть на диету или вот заняться своей фигурой. Здесь прямо, девочки, у вас есть на это сила и энергия. В ближайшее время вы способны, вы можете произвести прекрасную трансформацию, и придется менять гардероб, да, потому что вашим стройным ножкам нужны будут новые джинсы. Итак, мои дорогие, или новое платье, да, новая юбка. Давайте будем смотреть дальше. Итак, на работе. Что у нас на работе происходит? Давайте посмотрим. Ой, вы знаете, а вас там... что вас думает на работе? Вы очень бдительны, внимательны. Я вам вообще скажу, что если вы занимаете какую-то руководящую должность, вы прямо на своем месте.
Здесь проходит ситуация, что у вас на работе. Во-первых, я вам скажу честно, вы очень нравитесь мужчинам, вообще нравитесь людям, вы выходите прямо королевой кубков, очень привлекательной женщины. Женщины, которая прямо идет на помощь и где-то может помочь в какой-то застывшей ситуации. Когда вот это вот смотришь и не видишь своих ошибок, а вы действительно можете подсказать, можете поправить. Вы человек, от слов которых очень быстро обучаешься. То есть, если приходит кто-то новый, вы очень как-то понятно объясняете, терпеливо, и у вас очень приятная энергия. Ждут какой-то встречи. Вообще-то я вам скажу, что по карте Император у вас очень большие возможности касаемо работы. Где-то принимают ваш авторитет. Вы авторитетная личность. Хоть, возможно, для кого-то может пройти, что только пришли на работу. Но, знаете, здесь так, если вас давно знают, это как заслуженный авторитет. А если вы только пришли на работу, некий авторитет авансом. Но вы этот авторитет подтвердите. И даже более того, знаете, как удивите людей. Вот они увидят вас очень, как оправдаете тот авторитет авансом, который вот сейчас будет вам дан. Очень мне проходит некий подъем по карьерной лестнице, вам действительно идет. Что думает о вас? Вы знаете, за вами прямо наблюдает. Вот я вам честно скажу. Вот наблюдает, интересуется очень вашей жизнью, очень вами, вашей личной жизнью очень интересуется. Я так подозреваю, что у вас на работе есть некие личности мужского рода, которые очень даже и не прочь за вами приударить. И поджидают какого-то момента. И очень где-то ждут вас у дверей, как бы, знаете, курить, но на самом деле поджидают, когда вы будете бежать, да, в последнюю минуточку, где-то в попыхах, где-то раскрасневшаяся, припорошенная снегом, будете бежать, чтобы на вас полюбоваться. Вот такая вот ситуация. Ну, давайте посмотрим еще. Работа. Как вас воспринимают коллеги, да, вообще вот так точечно возьмем, как вас воспринимают коллеги. Вы совсем справляетесь сама. Вот я вам скажу, что вы очень быстро приходите к некому правильному результату. Человек очень взвешен, человек, который действительно идет правильным путем, очень бдительным. Я вам скажу больше. Я вижу, что некие козни, возможно, и были, но вы их даже не заметили. То есть вы вовремя сориентировались и даже не заметили, что кто-то где-то хотел вас подловить. И я вижу, что вы как прямо освещаете, вы очень аккуратно ступаете и правильно действуете. Действительно, вас видят человеком, который справляется сам. Очень мудрая и очень прозорливая женщина. То есть вам не нужен, знаете, вы не опасаетесь переходить на другую работу, вы не опасаетесь что-то менять, переходить на высшую должность, вы совсем справитесь. У вас действительно очень мощные задатки, и вы сияете сама по себе. Вам не нужно, чтобы вас кто-то, знаете, там подсвечивал. Вы можете справиться с очень большим объемом и с очень где-то ответственной работой. Потому если вы что-то начали свое, у вас все будет отлично. Да, где-то за вами наблюдают, где-то, да, хотят вам какие-то, знаете, вот эту полосу препятствий вам устроить. Но я вижу, что вы очень совсем справитесь. Давайте посмотрим еще, да, коллеги, как вас видят. Смотрите, вы очень сильная, и как-то вам, закрывай вам дверь, не закрывай, вы все равно своего достигнете. И вот этот момент, вот смотрите, да, когда нужна помощь, вы тут как тут. И даже те люди, которые поначалу так скептично вас воспринимали, на сегодняшний день они вот вас видят прямо сильным человеком, человеком, который действительно поможет. Вы из тех, знаете, которые не спешат к начальству показать на чужие ошибки, да, а вы как показываете человеку, где он может что-то изменить к лучшему. С вами очень хорошо работать. Прямо в связке, знаете, на длительное время, на длительный период, идти в одном направлении, с вами очень хорошо сотрудничать. И вот когда тяжело, действительно, вы идете на помощь. Но это придет с
со временем, понимаете? Это придет со временем. И, возможно, на сегодняшний день еще есть какие-то моменты притирки. Еще не все так, знаете, благоприятно расположены в вашу сторону. Но время расставит все на свои места. И вы своим характером очень много измените в восприятии вас людьми. Вы очень сильный человек. И действительно, вы не забываете обид. Но когда человеку тяжело, вы действительно поможете. И это действительно, знаете, показатели. Люди вас будут, даже я бы сказала, здесь продвигать. Люди будут вас продвигать, и люди будут о вас очень хорошо говорить. И у вас реально некий подъем по карьерной лестнице. Итак, начальство как вас воспринимает? Давайте посмотрим. Ну, вы женщина, которая может справиться со всем. В полной мере. Вот совсем может справиться. И действительно можете потянуть руководство людьми. То есть, если вы сейчас уже занимаетесь своим делом, у вас действительно есть вот эти задатки, есть эта энергия, и вы это можете. Вы очень способный человек к управлению другими людьми, к организации определенных процессов. И если у вас сейчас, например, не все так просто, как бы хотелось, не все так легко, да, возможно, кто-то ищет работу, вы найдете эту работу. И поначалу где-то в притирках характерах будут какие-то нюансы, но со временем вы займете свое место и будете очень хорошо себя чувствовать. То есть вы работу найдете и очень даже хорошую. И получите поддержку от самых таких людей, знаете, полезных, конкретных, да. Начальство как видит? Начальство видит в полной мере, что на вас можно положиться. Можно ехать, знаете, отдыхать и вообще ни о чем не думать. Все будет сделано, все будет хорошо. Итак, давайте посмотрим, если у вас есть подчиненные, да? Если есть подчиненные. Вы очень хорошо объясняете, вот действительно, и можете обучить. Можете обучить и... знаете, как вы помогаете преодолеть какой-то страх. Да? Вот вы очень понятно объясняете и очень как-то учите. Вы учите. Да, и как-то вот набираешься смелости. И считают, вот подчиненные считают, что им повезло. Если у вас есть подчиненные, они считают, что им повезло. Что попал именно к вам и что вот так вот сложилось. Вообще, каких событий ждать в ближайшее время на работе? Каких событий ждать? Рассчитывайте только на себя. Я вижу, что в ближайшее время как-то будут остро стоять определенные вопросы, какие-то перестановки, какая-то суматоха. И действительно, сверху, да, будет какая-то нервозность. Это будет связано с некими перестановками сверху. То есть, если у вас есть начальство, там может быть какая-то вот перестановка, какие-то перемены, какие-то новые планы, новые задачи. И вот, знаете, как бы вы сейчас в неведении, что надвигается. Хорошо, как вы справитесь с этими задачами? Ну, как мастер, как маг. Вам все подвластно. У вас есть знания, у вас есть мудрость, понимание, как разрешить те задачи, которые нарубит вам пространство, которые даст вам начальство или вообще ситуации. То есть вы совсем справитесь. Рассчитывайте на себя, у вас есть абсолютно все, чтобы справиться с любой ситуацией, которая вас ждет. Но знайте, что вы как бы сейчас в неведении, а там какие-то планы строятся, чтобы, грубо говоря, усложнить жизнь. Но вы совсем справитесь, и все будет очень-очень хорошо. Итак, идем дальше. Давайте посмотрим. Женщины. Что думают и что говорят женщины? Вот какая-то вы недоступная и неприступная. Ага, что-то не получилось. Вы знаете, что-то вот не получилось. Как-то вот закрыт. Поссорились, возможно, с кем-то. Кого-то на место поставили. Кому-то поставили на место. Нет силы вам сопротивляться. Я вам скажу, что вот женщины как-то вот нет силы сопротивляться, закрыто, вы закрыты, вы закрылись. Вы знаете, с какими-то подозрительными личностями, вы с ними не дружите.
И если уже человек потерял ваше доверие, восстановить его невозможно. Честно говоря, сделать вам ничего не могут, только могут о вас поговорить. И то в последнее время не спешат что-то вот очень обсуждать, потому что где-то, возможно, действительно вырвали ногти и клыки. То есть вы очень можете поставить на место. И я вам скажу честно, женщины немножечко вас побаиваются. Немножечко вас побаивается. Вы несете такую очень разрушительную энергию, да, касаемо врагов. Можете действительно поставить на место и где-то присадить. Потому что человек, который имел некие замыслы, у него что-то вот не получилось, вот какой-то женщины. И наоборот, знаете, как какие-то планы разрушились. Как-то обмельчала позиция какой-то недоброжелательной женщины в вашем окружении. Ну, давайте посмотрим. Покажи, что ты хотела, да? Что ты хотела? У тебя что-то не получилось. А что ты хотела? Угу. Что ты хотела? Угу. Вы знаете, как-то копали под вас, я вам серьезно скажу. Как-то под вас копали. Что-то выдумывали, какие-то фантазии, да, свои личные. Действительно, здесь сплетни. Здесь, девочки, сплетни. О чем эти сплетни? Покажи. О чем сплетни? Как скрыто было все. И так, знаете, говорят, чтобы вы не слышали. Опасаются, боятся вас задевать. Идут ли далеко эти сплетни? Но вы знаете, конечно, очень такая недоброжелательная женщина есть в вашем окружении. Она как-то поджидает момента вам устроить какую-то, да, вот эту полосу препятствий. Очень может быть это что-то связано. Этот человек как-то рядом, он часто с вами пересекается, женщина. Она почему-то одна. Вот в своем желании вот она одна. И, возможно, как-то вот она даже с кем-то поссорилась из-за вас. Вот такая вот ситуация. То есть она, возможно, поссорилась с своими подруженцами из-за вас. Потому что где-то хотела какую-то вот западню вам устроить. Действительно, человек в маске, она себя не проявляла. Возможно, очень даже добренькая, да, и все так и гладко. А на самом деле человек держит камень за пазухой. И я вижу, что она как-то поссорилась со своими какими-то подругами из-за вас. Вот какие-то козни, какие-то неправдивая какая-то информация прошла. Что-то она с ними поссорилась. Почему поссорились? Ну вот смотрите, прямо по десятке мечей. Рассорились просто в хлам. Ну, я вам скажу, что... Почему рассорились так? Вот прямо было 3 подружки, которые поссорились из-за вас. Из-за вас поссорились. Потому что одна из них хотела какие-то сплетни о вас распустить или распускала. Информация оказалась неправдивой, и как-то из-за вас они поссорились, повздорились. Она вас недооценила. Вы знаете, она как-то вас считала вот такой миленькой девчонкой, которая вот... Да, которую легко убрать со своего пути. Вы оказались верховной жрицей, вы оказались человеком, который очень даже бдительный и очень рассудителен. И я вот здесь вот вижу, знаете, что, возможно, одной из этих подруг вы пришли на помощь. Вы кому-то помогли, и вот когда о вас пошла какая-то неправдивая информация, за вас прямо кто-то постоял. И я вижу, что здесь пошел какой-то раздор. Это какая-то одиночка. Вот сказать, что прямо гладко, не могу. Какие-то разговорчики, да, они есть. Какие-то даже попытка каких-то сплетен, каких-то вот устроить вам какие-то неприятности, они есть. Но это прямо как одиночка, как какая-то одна определенная женщина. Зачем? Зачем ты это делаешь? Зачем? Ну, вы знаете, зачем? Потому что человек такой. Ну, потому что оно такое вот в костях, оно такое вот, такое по жизни. Завистливый очень человек. Она завидует вашим данным, природой, действительно, это зависть. Зависть, такая вот костлявая зависть. И уже какое-то определенное время. Знаете, я сначала подумала, что это что-то касаемо работы, но здесь мне прямо проходит, что это что-то у вас по соседству. Это где-то человек, который живет с вами по соседству и очень вам завидует. Сплетни какие-то есть, вы знаете, есть, конечно, но они как-то не подтверждаются и наоборот, да, создают какие-то конфликтные ситуации между подругами вот этими. Ну, потому что кому-то на помощь пришли, понимаете, кому-то пришли на помощь, и теперь
вот в этой какой-то компашке, да, о вас вот не очень часто говорят. Хорошо, давайте посмотрим. Подруги, что говорят о вас? Что говорят подруги? Ой, ну императрица. Ну императрица. Вы знаете, такая прям надежная подруга. Надежный человек. Настоящая женщина. И чуткая, и добрая, и где-то поговорить обо всем, и где-то поплакаться в жилетку. И где-то, вы знаете, действительно в процессе общения с вами вы и познаетесь, вы открываетесь. И, возможно, действительно в каких-то сложных ситуациях вы открываетесь тогда. Не тогда, когда весело, шумно, а тогда, когда действительно помощь нужна и поддержка. И я вижу, что вы в дружбе очень надежный человек, и дружба какая-то, она проверяется временем. Вы не очень приближаете много людей к себе, но с вами действительно хотят общаться и хотят с вами дружить. Вы такая, знаете, прямо очень женственная. Действительно, по императрице это женщина, которая достигла, добилась, которая хорошо выглядит, молодо выглядит. И здесь зависть не зря, потому что вы прямо эффектная женщина. Ну хорошо, давайте посмотрим еще. Что обсуждают женщины, когда говорят о вас? Что вы очень сильная, и как-то вот вас остановить, вас запугать, вас как-то вот, ну, невозможно. Я бы даже здесь сказала, что у вас прямо стоит защита. Возможно, родовая, возможно, вы, человек по своим энергиям, очень где-то смело смотрите в глаза, да, и этим разоружаете своих противников. Ну вот за вами прямо, знаете, есть... Вы знаете, карта императора — это прямо закон. Это прямо правда, да, сила правды, сила императора. Ну, девочки, разговаривает, конечно, что вы в зоне интереса определенного человека, и шанс, который дадите вы ему или нет. Кто-то за вами ухлёстывает, кому-то вы очень нравитесь, и здесь прямо идет обсуждение, дадите вы ему шанс или нет. Сможет ли он как-то вот вас завоевать, этот мужчина, или нет. Но я вам скажу, что прямо подмечает, что кто-то очень к вам неравнодушен, очень неравнодушен. Вообще, я вам скажу, что очень одаренные. Вот говорят о ваших талантах, о ваших одаренностях. Здесь, конечно, я вижу, что не всем нравятся ваши успехи, что не все так очень рады неким вашим продвижениям. Есть прямо вот личности, которых вы прямо бесите, которые, знаете, могла бы так бы, ну вот остановить вас прямо хочется. Хочется остановить, чтобы вы не двигались так быстро, чтобы вы не продвигались так быстро. Создать вам прямо полосу препятствий хочет. И здесь почему хочет, да, чем мешаете? Да тем, что у вас получается что-то, да тем, что вы внешностью хороши своей. И все вам, знаете, как масть в руку идет. Так, по крайней мере, она думает. Она не видит ваших сложностей, она не видит ваших каких-то неурядиц. Она видит только вот тот успех и ту красоту, которую вы транслируете. И у самой есть о чем подумать. Но когда она знает, что у вас что-то где-то не получается, не ладится, это ее тешит. Вот я вам серьезно скажу. Человек очень такой, знаете, скользкий. И я вижу, что где-то вот прямо рядышком. И следит, возможно, прямо как в замочную скважину. Глазок смотрит за вами. Очень может быть, что как человек даже или работает где-то рядом с вами, или живет рядом с вами. Сказать, что таких прямо недоброжелательных их много, нет. Здесь больше идет, что каждый как бы своим занят, своей жизнью, да, своими хлопотами. Кто-то, знаете, как-то даже очень хорошо к вам относится, но есть прямо человек, который на вашей жизни сконцентрирован и смотрит на то, что самой не хватает. Почему-то прямо, ну вот скажу честно, бесите. Почему бесите? Почему такая вот энергия? Она где-то, возможно, ревность. Что-то связано с ревностью, что-то связано с мужчинами, что-то связано с вашей привлекательностью. Что у вас какие-то, возможно, отношения есть, или вы кому-то нравитесь. И это просто ее, знаете, подбешивает. Потому что сам человек, возможно, очень... А ты в паре? Покажи, ты в паре или нет? Ты в паре или нет? Ой, девочки. Она может быть в паре, но понимаете, почему-то из этой пары все ушло. Ушло все теплое, доброе и искреннее. Все какое-то, знаете, как замороженное на сегодняшний день. Эта женщина может быть даже в паре или была в паре, а сейчас одна. Но у нее прямо, знаете, как застывшая личная жизнь у этого человека.
Вот такая вот ситуация. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим. Давайте я вот здесь хочу еще добавить. Что вам нужно знать вообще по поводу вот этой недоброжелательной женщины? Почему-то она мне прямо вышла одна и без поддержки. То есть у нее какие-то подруженцы есть, какие-то разговоры у вас есть, но сказать, что она вот разделяет вот эти свои чувства с кем-то, то нет. Итак, что вам нужно знать по поводу вот этой недоброжелательной женщины? А вы с ней, знаете, как-то вот, вы ее опередите. Вы ее опередите, эту женщину. Она близко возле вас. Вот вам прям надо знать, что она близко возле вас, эта женщина. Да, вы ее как-то почему-то как отсечете. Отсечете ее. В каком моменте вы ее отсечете? Она подсматривает, вот смотрите, она прямо подсматривает за вами. Она наблюдает за вами, она подсматривает за вами. И вы как-то вот прямо, у нее прямо, как знаете, растерзанное сердце. Она очень недовольна. Но я вижу, что вы ее прямо как проучите. А как это случится? По тузу мечей отсечете ее. Отсечете и проучите. Я вам скажу честно, вам этот человек станет явным. Она себя проявит, вот какая-то ситуация проявится, вам станет что-то известно, или какие-то слухи дойдут к вам, что она какие-то сплетни там разносит, или еще что-нибудь такое. Но я вижу, что вы эту женщину накажете. Вы ее накажете, она как-то будет вами разоблачена, и вы ее накажете. Будет сидеть она, знаете, как мышь тихо, а вы будете себя чувствовать прямо как, ну вот, как правду узнаете о ней. Вы узнаете эту женщину, вы знаете, о чем она там рассказывает, что она несет, и как-то вы ее, знаете, подрежете ей язык. И будет она сидеть, знаете, как мышь. Будет сидеть как мышь, вы знаете, со своими какими-то недобрыми замыслами. Со своими недобрыми планами, недобрыми замыслами, как останется наедине сама с собой и как мышь будет тихо сидеть. Ну вот так вот. Я вижу, что у вас будет какой-то еще разговор с этим человеком, и очень где-то вы подрежете язычок. Ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Итак, мужчины. Что думают, что говорят? Ой, ну что эти мужчины могут говорить? Вообще-то я вам скажу, влюбленный кто-то у вас прямо. Если вы сейчас без пары, у вас есть тайный поклонник. Если вы в паре, вы знаете, ну вот по двоечке кубков, что думают мужчины? Этой женщине нужна некая взаимность. Что о вас думает? Вы лишаете мужчин возможности вами манипулировать. Очень быстро берете ситуацию под контроль. И мужчины, знаете, они как-то вот падки на вас все-таки. Вы очень нравитесь мужчинам. Вы умеете создать определенную ситуацию, обойти со всех сторон. Вы умеете увлечь, привлечь мужчину. И вообще-то, что о вас думает? Было бы ваше желание, вы можете увлечь любого человека. Вы, женщина, где-то такая, знаете, сердцеедка. Вот мужчины это так воспринимают, что вы можете прямо выдрать сердце. Вы не спешите как-то определяться и входить в серьезные отношения. Вы дорожите своей свободой, даже в отношениях. Вот вы прямо вот личность целостная, собранная, со своим четким мнением, и как-то вами манипулировать бесполезно. Но очень вероятно, что такие вот желающие есть в вашем окружении, да, которые желают легких отношений. Но боятся с вами связаться, потому что вы лишаете мужчин возможности вами манипулировать. Каким образом? Вы их буквально в себя влюбляете. Мужчины, которые, знаете, хотят легких отношений, они опасаются, потому что боятся влюбиться. Вы из тех женщин, которые очень легко влюбиться. И что потом с этим делать? Потому что тот, кто любит, он не может манипулировать, он не может играть, потому что он любит. И здесь вот у вас такая ситуация. Да, я вам скажу, мужчины в полном восторге от вас, это точно. И здесь есть момент, что очень быстро можно в вас влюбиться. Ну, давайте я вот здесь возьму еще одну колоду и давайте посмотрим. Мужчины, что о вас думают? Что думают о вас? Король Пентаклей. Но здесь есть некий заинтересованный. Ох, есть, девочки. Он бы вас поймал, не отпустит уже. Я вообще вам скажу, как-то ему хочется почаще вам на глаза показываться. Возможно, ситуация не очень так благоприятна, но вы его просто сводите с ума.
Он хочет вас поймать, некий мужчина, да, некий мужчина вас хочет поймать, а вы как мираж, вы все ускользаете от него. Очень гармоничная, очень красивая девушка, но прямо вокруг вас как некая защита, то есть любоваться можно, смотреть можно, трогать нельзя. Вы такая, знаете, свободолюбивая девушка. Но у вас будет некое проявление, я вижу, что будет проявление в вашу сторону. И очень даже интенсивные. Ну, вами любуется, действительно, очень эффектная женщина. И у кого-то вы прямо в голове, кто-то вас не может из головы выбросить. У вас есть тайный поклонник. Давайте посмотрим на этого тайного поклонника. Давайте посмотрим. Думает о вас как-то тревожные у него мысли по поводу вас. Почему? Почему тревожные мысли? Он не знает вашего решения, нравится ли он вам, но мыслей о вас очень много. И вы знаете, как-то он вот думает, а нужен ли я ей в жизни ее, прямо как топчется возле вашего кабинета, возле ваших окон. Он где-то рядышком с вами живет. Да, и как-то вот пока что он вот эту заветную дверь да не открыл. А очень хочется ему вот прямо по десяточке кубков. А давайте здесь спросим, вот этот тайный поклонник, он себя проявит или так и будет блуждать под вашими окнами? Восьмерочка пентаклей, девочки, проявит и будет очень так интенсивно приближаться к вам. Шаг за шагом, свидание за свиданием, в желании вас покорить. Да, в желании вас покорить. Да, вы очень соблазнительны, Этот мужчина будет искать подход к вашему сердцу. Даже если вы в паре, даже если вы в отношениях, этот мужчина, он все равно скажет вам о своих чувствах. Потому что, ну, здесь просто он не сдержится. Он просто, знаете, будь что будет, я скажу. Потому что вот может мне станет легче. Может, да, она меня отошьет, и я успокоюсь. Или наоборот, даст мне шанс. То есть здесь у вас тайный поклонник должен проявиться. Хорошо. А что вам нужно знать об этом человеке? Что вам нужно знать? А он будет очень правильно даже и действовать в вашу сторону. Очень даже правильно будет действовать. Он, знаете, воспользуется каким-то, возможно, знаете, общим праздником для того, чтобы проявить свое внимание к вам. Возможно, у вас где-то близко день рождения, или это может быть даже и 8 марта. И вот присмотритесь, кто вас будет поздравлять, потому что я вижу, что этот человек, он пожелает проявить себя, потому что, ну, вот он о вас думает и очень-очень много. Вот так вот, ну что ж, давайте будем смотреть дальше. Давайте посмотрим дальше. Сплетни, да? Есть ли таковые, о чем, что там говорят? Есть ли таковые сплетни? Вообще-то, девочки, я вам скажу, о чем говорят. Кто-то прямо действительно, знаете, как... У меня проходит вот эта женщина, да, на которую мы смотрели. У меня она проходит. И вы знаете, что жадность какая-то вот ей играет. Жадность, она как будто бы хоть и желает иметь то, что у вас есть. Она завидует вашей одежде. Но я вам скажу, здесь просто до какого-то, ну, очень примитивного уровня. Человек завидует вашим сапогам, вашему новому пуховичку, да, вашей сумочке, вашему внешнему виду, вашим порхающим ресничкам, вашим отношениям, знаете, и тому, как вас воспринимают вообще вот люди. Почему? У человека очень какая-то... очень тощая жизнь, понимаете, пресная жизнь, неинтересная. Когда человек начинает вот так, знаете, как-то очень сильно обращать внимание на жизнь других людей, когда у самого пусто. Вот у этой женщины, у нее в жизни пусто. И потому она вот как-то на вас очень сильно обращает внимание. Она, знаете, как-то вас равняет, ну вот как равняет себя с вами. Все время я лучше или я хуже, а как я выгляжу. Очень может быть, что вы как-то вот в какой-то одной вековой категории. То есть эта женщина, почему-то она мне шла постарше, но, возможно, она выглядит постарше вас. А на самом деле она где-то в вашей вековой категории. И как-то вот она
знаете, ревностно очень относится к тому, что вы выглядите лучше, что вы выглядите модно, что вы выглядите интересно, что вы такая свободная, что вы такая ухаживаете за собой, да, интересуете мужчин, мыслите, как-то вот продвигаетесь, возможно, в карьере, в работе. Вот у нее вот эта жадность какая-то, да, почему? Потому что как не хватает. Она как-то не движется, она остановилась, у нее какое-то истощение энергетическое прямо идет, и она вот ищет, где бы она этой энергии дохапнула. Ну давайте посмотрим еще. Ну прямо как рядом где-то с ваш, там, где вы часто бываете, она где-то рядышком, она вас очень часто видит. Да. Ой, девочки, я ей не завидую. Почему-то, знаете, чем больше она как-то на вас обращает внимание, чем больше она вам завидует, тем хуже у нее в жизни. Она как-то вот со своей какой-то завистью, она все теряет. Вообще, это по старшему аркану суд, она будет наказана. Она будет наказана. Я даже здесь, ну давайте посмотрим. Ходила ли она к какому-то мастеру? Вот здесь мне прямо напрашивается такой вот вопрос. Ходила ли она к какому-то мастеру? Она искала мастера. Она искала мастера, девочки. Зачем? Зачем? Поговорить, чтобы ей что-то о вас рассказали. Она узнала то, что хотела? Узнала ли она? Она что-то такое узнала, что ей очень неприятно как-то ударило, да? Она узнала как бы не то, что хотела. Она узнала не то, что хотела. Да, и как-то вот эта правда, она ее очень, знаете, где-то огорчила. Здесь этот человек, знаете, чем больше вам шкодит, тем больше ответочку получает. Она как бы направляет меч себе в горло. И чем больше она желает вам навредить, чем хуже ей. Я даже не вижу, чтобы вы как-то действовали. Очень может быть, что у вас вот такая природозащита, родовая защита, или вы медитируете, вы занимаетесь какими-то практиками. То есть на вас есть защита и все. И я вижу, что у нее даже были попытки искать, знаете, какого-то профессионала, мастера, человека, который вот что-то о вас расскажет, да, даст ей какие-то подсказки, чтобы она... А зачем тебе были вот это? Как, знаете, как хотела что-то о вас разузнать, хотела что-то узнать о вас. Но правда ее очень где-то прямо ударила по ней. Правда ударила по ней. То есть ей что-то такое сказала, что ее очень-очень-очень огорчило. Почему? Почему? Вот знаете, как зря деньги заплатила. Вот такая вот ситуация. Зря деньги, только потеряла деньги. Только потеряла деньги, да, и какого-то страху себе добавила. Угу. Недовольна она тем результатом, и недовольна вот тем походом к мастеру, недовольна. Что-то она такое узнала, что ее и только огорчило, и только расстроило. Я бы даже здесь сказала, что были какие-то попытки вам прям серьезно навредить, нашкодить. Прям было такое желание вам нашкодить. Но как-то оно сработало в обратную сторону. Я вижу, что человек сейчас погружен в какие-то свои страхи. То есть некий вот этот поход к мастеру, да, он очень вероятно, что он был. Она, возможно, была по каким-то своим вопросам и что-то о вас спрашивала. Но почему-то вот эта информация и вот эта какая-то нападка на вас, она подействовала на эту женщину очень плохо. Какие-то страхи ночные у нее появились, какая-то апатия, какая-то, знаете, вот какое-то недовольство. Она считает, что она зря потратила деньги, она услышала то, что не хотела слушать. Она услышала то, что не хотела слышать. И как-то получилось так, что она как бы где-то хотела вам нашкодничать, но получила очень сильный удар. Очень сильный. Вот такая вот ситуация, мои дорогие. Давайте будем смотреть дальше. Итак, люди из вашего окружения, как вас воспринимают? Ёлки-палки. Вы знаете, вы очень такая профессиональная, эффектная девушка. Вы очень хорошо выглядите. И некие мужчины очень бы хотели как-то попасть к вам на прием или где-то в ваше окружение. Профессиональная и в то же время очень хорошо выглядит женщина.
Давайте посмотрим. Ай-яй-яй. Я вам скажу, что к вам люди очень расположены. По двоечке кубков это такая взаимность. Вы транслируете приятные эмоции и получаете вот ответную реакцию. Вас очень приятное очень ощущение от вас. Вообще-то на мужчин вы производите прямо такое впечатление эффектной женщины. Очень такой привлекательной женщины. Даже, я вам скажу, даже есть некий такой момент, что, возможно, мужчины даже помоложе, возможно, но они вот отмечают, что вы прям эффектная женщина, красивая женщина. Как вас воспринимают люди? Вы знаете, такие карты хорошие вышли. Смотрите, по шестерочке пентаклей, когда тебе нужно что-то, да, ты с чем-то обращаются к вам люди, они по двоечке кубков получают. Да, получает нужную информацию, нужную энергию, нужную помощь. И вообще к вам относятся очень-очень хорошо. И вообще я вам скажу, что вам воздастся. Некое ваше доброе отношение к людям, оно действительно, оно воздастся вам, оно к вам вернется. Возможно, не всегда так получается, как хочется. И иногда в желании помочь людям мы получаем, да, какое-то еще... как ты уже должен, да, помогать, уже так воспринимать, как должное. Но я вижу, что вам воздастся от высших сил, как эта энергия вернется вам в счастье, она вернется вам удачей. Ну хорошо, давайте будем смотреть еще, как вас воспринимают окружающие. Как воспринимают вас окружающие. Очень приятно с вами общаться. Вообще такое молодое состояние духа, энергии. Очень приятно с вами поговорить. Даже когда вот не весело. Даже когда вот какая-то печаль, возможно, вот именно в какие-то печальные моменты, очень какая-то ответная реакция, поддержка с вашей стороны. Вы как будто бы открываете дверь, да, вот в нужный момент. Поддерживаете. Как вас воспринимает? Вы нравитесь кому-то. Я вижу, что здесь прямо идет вот эта ситуация очень сильного притяжения. Какой-то хитрый тут мужчина у меня вышел, да, которого, возможно, отшили, которому показали, что вы настоящая императрица и вам нужны серьезные отношения. Он о вас думает, он вас никак не может выбросить из головы. Я вижу, что, возможно, у вас с ним закончились отношения. Хотел где-то проманипулировать, но получил, знаете, по зубам. Как вас воспринимает окружающий? Очень интересный человек в разговоре, стремительная, быстрая, такая очень интересная девушка. И вы действительно, мужчины прямо вот где-то в неком восторге от вас. Очень нравитесь. Такая женщина, у которой все есть, а все при ней. Хороша. Все при ней. Такая вот прямо интересная. Где-то мужчинам даже приятно как-то с вами пошутить, как-то вас где-то задеть. Интересная девушка. Ну, прямо такая мудрая. Знаете, эта женщина, она всегда, вот какой-то у вас прямо как смотрит на вас, и какой-то неопределенный возраст. Такое ощущение, что для вас, на вас время не действует. Очень хорошо выглядите. Рассудительная, очень такая мудрая, ничего лишнего не позволяет, всегда очень хорошо выглядит, таинственная, загадочная. Где-то прямо к этой женщине очень много вопросов. Она оставляет за собой вот какую-то загадку, да, вот как еще хочется что-то спросить. Я вижу, что вы не очень так распыляетесь, не очень так о себе рассказываете. И очень вероятно, что вот так как для соседей мало информации о вас. И очень хотелось бы почесать языками, да не о чем, да, не за что ухватиться, не за что, знаете, куснуть. Но по сути при встрече с вами очень приятное ощущение. Особенно я вижу, ну вот на мужчин вы производите прямо красавица. И некий мужчина, как, знаете, как... за потерянным счастьем рыдает там за вами. Ну хорошо, давайте будем смотреть. Что скрытое станет явным, что скрытое проявится. Ёлочки, девочки, смотрите. У нас здесь девяточка сердец, исполнение желания, приятные эмоции, влюбленность, любовь, интимная близость, страсть, подарки, помолвка.
флирт, девочки, у вас здесь действительно некий разгар по личной жизни намечается. И от вас скрыто некое исполнение желаний. Здесь, знаете, на карте непосредственно мужчина открыл перед женщиной некую коробочку, заветную, возможно, коробочку, какой-то как подарок для вас, который вот как исполнение вашего желания будет идти. Хорошо, что скрыто. А скрытое вот это желание чем-то вас порадовать, это какой-то мужчина, серьезный, ответственный, где-то общительный, мудрый, верный друг, готов к браку, есть свой бизнес, карьерист. Девочки, как вам нравится? Некий мужчина, такой очень даже серьезный, желает к вам проявиться с подарком в надежде на некую влюбленность, любовь и интимную близость с вами. Здесь есть такой, знаете, момент, некий мужчина желает проявиться, открыться в своих чувствах, где-то не с пустыми руками он к вам будет, знаете, будет к вам проявляться. Очень такие, знаете, амбиции. Вы знаете, что вообще-то, что сейчас скрыто? Во-первых, это некий мужчина, который желает проявиться к вам с неким подарком. И некие достижения в карьере, повышение должности, признание и слава. Будете в центре внимания. Некие новости касаемо работы, которые говорят о неком вашем успехе. И по личной жизни некий мужчина готовит вам подарок. Вот такая вот ситуация у нас. В любом случае я вам скажу, что вот это, что скрытое станет явным, оно очень даже интересное и очень даже радостные события для вас. Итак, мои дорогие, давайте будем смотреть дальше. Приятная неожиданность для вас от вашего окружения. Давайте посмотрим. Приятная, какой-то праздник намечается. Вы знаете, приятной неожиданностью будет, здесь проходит какой-то момент приятной беседы. Возможно, эта беседа будет выглядеть как некое празднование. Это может быть какое-то застолье, какой-то праздник, да, возможно, это день рождения, да, куда вы будете приглашены. На этом дне рождения вы действительно будете в центре внимания, и даже не одного мужчины, а двух мужчин, да, которые где-то будут норовить вас поймать, как вот эту ласточку, да. Но я вижу, что кому-то вы все-таки откажете, да, кого-то вы поставите на место, и, возможно, этот мужчина на сегодняшний день считает себя очень-таки классным, да, но вы прямо его на место поставите, как ушапом воды, да, охладите пыл этого мужчины. Что вас порадует? Ждите некого праздника. Очень вероятно, что вас пригласят в гости или в какую-то компанию, возможно, куда-то вместе пойти, развлечься, отдохнуть. Это может быть день рождения, юбилей или просто выходные, и вы с подружкой идете куда-то гулять. Действительно, на этом праздновании вы будете в зоне интереса мужчин, вы действительно блеснете. И где-то вот вместе со своей подружкой, да, будете там кружить голову мужчинам. Возможно, даже мужчине, с которым вы в паре и действительно придете вместе на этот вечер. Возможно, вы одна и придете, действительно очень хорошо будете проводить время. Вот такой вот у нас сегодня расклад. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Счастья, радости, любви. Пусть самое лучшее осуществится в вашей жизни. Всего вам самого лучшего, смелого и благородного человека рядом, только самых прекрасных вершин. И до новых встреч!